Вроде бы кухня — это не ванная, но для кухни все равно все хотят подобрать какой-то особенный вид напольного покрытия, потому что на кухне как бы постоянно проливаются вот эти щи да борщи, и пол должен быть готов к любому повороту. Поэтому при выборе пола на кухне у нас появляется вот этот вот своеобразный борщ-фактор, что и обуславливает остроту указанной социальной проблемы. Целью нашего с вами гуманитарного исследования будет поиск оптимального напольного покрытия для кухни, а вот одна из задач, которую мы преследуем, это подвергнуть критическому анализу тот самый борщ-фактор. Для этого давайте перейдем к первой главе нашего ролика, к анализу материалов. Очевидно, что при выборе напольного покрытия на кухню практически у каждого в списках финалистов будет плитка. С нее-то и начнем. Из плюсов плитки – это легкость в уборке. Если что-то прольешь на нее, то очень легко это будет вытереть. Еще у керамической плитки есть такой плюс, как с нее легко собирать все осколки того, что вы будете постоянно об нее разбивать. С плиткой и керамогранитом на кухне нужно вообще научиться жить, смиренно принимая неизбежное. Вот если что-то вылетело у вас из рук, то в тот же миг, без промедлений, сразу же попрощайтесь с этим предметом прямо в полете, будь это тарелка или телефон. А если предмет тяжелый, например, противень, то и саму плитку вы можете разбить, особенно какую-нибудь глазурированную. И тут одно дело вмятина на дереве, которую в принципе можно отреставрировать, и другое дело острый скол плитки. Лично меня интуитивно немного напрягает сама твердость этого материала вокруг большого количества хрупких предметов кухни. А еще, если плитка мокрая, на ней легко поскользнуться. Так что тут тоже важно научиться жить в балансе с собой и детей своих тоже научить так жить. Но если вы имеете привычку регулярно проливать борщи в больших массивах на пол, то, конечно, плитка очень органично впишется в ваш образ жизни. Однако, мне кажется, что эти страдания на тему влагостойкости напольного покрытия на кухне немного преувеличены, но мы до этого дойдем чуть-чуть попозже. Еще важный момент – это швы с затиркой. Вот эти вот швы со временем будут пачкаться и выглядеть некрасиво. А кто эти швы обновляет? Покажите мне таких людей. Чаще всего эти пятна так и остаются, создавая ощущение грязи. Еще плитка достаточно холодная. Если не делать под ней теплый пол, то босиком ходить по ней достаточно неприятно. В общем, я бы не стала настаивать на плитке, если в ней нет какой-то художественной необходимости и задумки, и если у вас нет с ней какой-то тонкой энергетической связи. Дальше. Дерево, которое сейчас на рынке чаще всего представлено в виде паркетной и инженерной доски. Дерево тянет, дерево манит, дерево притягивает своим уютом. Но многим этот материал кажется достаточно страшным для напольного покрытия для кухни, потому что «а вдруг борщи?». На самом деле ничего страшного не случится, если вы на нее что-то прольете, а потом сразу же вытрете. Другой вопрос, если вы что-то на нее прольете, а потом пойдете спать со словами «а, завтра уберу». Тогда, конечно, результат может вас очень удивить. Все дело в том, что доска, которую хорошо просушили и обработали, которую подготовили для того, чтобы она была на полу, нормально переносит, если на нее упадет несколько капель или периодически на нее будет что-то разливаться и сразу же убираться. А если учитывать то, что люди все реже и реже готовят дома и все реже что-то проливают на эту доску, то ценность тактильных ощущений от этой доски сильно возрастает. Кстати, а для тех, кто боится протечек, уже давно придумали аквастоп. Иногда очень хорошо оформить пространство объединенной кухни и гостиной одним напольным покрытием и не делить его разными материалами визуально, потому что так образ пространства будет целостным и восприниматься это помещение с единым полом будет как большее. Если вы выбрали для гостиной доску на пол и боитесь заводить ее на кухню с мыслями «а вдруг борщи?», то проанализируйте количество борщевсплесков в своей жизни и соотнесите эти риски. Вполне возможно, что от красивого интерьера вас могут отделять какие-то надуманные стереотипы или культурно привитые предрассудки, с которыми лично вы, может быть, никогда и не сталкивались. Из натурального материала, при этом устойчивого к воде, есть еще пробка.
Пробковый пол – это тоже дерево, потому что, говоря о пробке, мы говорим в первую очередь о коре пробкового дуба. И из этой прекрасной коры, на самом деле, делают очень много строительных материалов и интересных предметов, вроде пробки для бутылок, которая удерживает с собой жидкость в стекле. И вот в этот момент может показаться, что найдено идеальное решение. Водонепроницаемая пробка очень теплая, устойчивая, упругая и поглощает топот бегающих детей, принося покой в дома соседей снизу. И я помню, въезжая в нашу квартиру в 90-е, у нас с родителями сначала на полу был линолеум, потом был ламинат, а потом я уговорила маму на пробку в одной комнате. Прямо-таки уговорила. У меня, на самом деле, мама очень консервативная, я ее упрашивала, говорю: мам, ну, пожалуйста, ну, в одну комнату, ну, давай попробуем. А она вот долго не соглашалась, но потом все-таки согласилась на одну комнату, а спустя год она мне сказала, что при ближайшем ремонте планирует сделать всю квартиру, весь пол в пробке. Очень ей понравился этот материал в эксплуатации и тактильно. Пол действительно получился очень теплый и уютный, и я довольна, что хоть на что-то новенькое уговорила маму. И ей понравилось. Но самые лучшие качества пробки раскрываются, когда напольное покрытие более-менее приближено к ее натуральному виду пробки, и сверху покрыто прозрачным или полупрозрачным защитным слоем. Но одновременно именно это и является самым большим минусом пробки. Дело в том, что сама по себе пробка выглядит для нашего неподготовленного взора как какой-то черновой, недоработанный сырой материал. Мама именно из-за этого очень долго сопротивлялась этой пробке. Это на самом деле культурное, привитое, но тем не менее роскошных ассоциаций этот вид не вызывает. Если знать свойства этого материала и поставить в приоритет плюсы этого пола, то ко внешнему виду можно достаточно быстро поменять свои отношения. Но производители пробковых полов выявили эти потребительские ощущения и начали печатать на своей пробке рисунки от вида деревянной доски до плитки. И вот здесь уже начинаются размышления. Потому что этот верхний слой с печатью, он на самом деле не такой устойчивый, как вот такие более оригинальные варианты. У нас на одном объекте такой пол продавливался от дивана, хотя вот такой вот пол, к примеру, спокойно и без каких-либо отметок пережил многократные перемещения более тяжелого стеллажа. Дальше к рассмотрению пойдут варианты, где в приоритет встает в первую очередь ограничение бюджета. И тут я пройдусь лишь вскользь, потому что это все равно варианты, где первым и самым большим их плюсом будут всегда доступная цена, а не экологичные или тактильные ощущения. Ламинат. Ламинат, в принципе, может быть достаточно качественный. Он может не возбухать от воды, если вы к нему будете относиться как к паркету, например, и не коробиться. Лучше выбирать высокий класс износостойкости и без фаски. Так и практичнее, и эстетичнее, что я уже рассказывала вот в этом ролике. А еще это дешевле. Да и в принципе зачем переплачивать и платить больше за имитацию дешевого паркета с фаской, когда можно заплатить меньше и получить имитацию хорошего, дорогого паркета без фаски. Хороший ламинат испытание борщом раз в год выдержит. Кстати, как многие полагают, ламинат с фаской ничем не более устойчивая конструкция, чем ламинат без фаски. На производстве гораздо проще сделать прямой ровный прямоугольник без имитации фаски, чем прямоугольник с имитацией фаски. И это влияет на конечную стоимость, и это будет единственное заметное отличие, так как ламинат одного состава, одного класса от одного производителя в одинаковых условиях будет вести себя одинаково, вне зависимости от того, с фаской он или нет. Я уже говорила, что у моих родителей дома когда-то был ламинат. Так вот, на кухне он был обычный, без фаски. А в гостиной мама решила положить ламинат с фаской, потому что в магазине ее убедили, что маленькая фаска прекрасно скроет небольшие щели, которые могут появиться из-за перепада температуры и влажности. Я вообще, в принципе, всегда была против этой фаски, но если мама что-то решила, я с трудом могла этому как-то сопротивляться. Так вот, со временем этот паразит под ковром и под диваном вздулся без воздействия воды, а при этом ламинат на кухне, который без фаски, не вздулся. Линолеум. Линолеум – это чистый ПВХ.
поливинилхлорид. Хоть он и не экологичный, но он, конечно же, чрезвычайно практичный. Кажется, я уже видела достаточно хорошие имитации из линолеума, хороших напольных покрытий. Если комната позволяет уложить его единым полотном, без стыка, а другие параметры линолеума вас не напрягают, то это ок. Что тут интересно, так это кварц-виниловые полы. Кварц-виниловые полы – это усовершенствованный линолеум, в основе которого один и тот же материал – ПВХ, поливинилхлорид или винил – это одно и то же, и это очень популярный полимер. Можете о нем поподробнее почитать. Те, кто задумываются об экологии и состоянии воздуха в своем доме, бесщадно сокращают количество ПВХ в своем окружении. Очень грубо говоря, в линолеум из ПВХ добавили кварцевый песок, что усилило, по словам производителя, прочность этого материала, и потом материал порезали на кусочки для того, чтобы вы собирали этот линолеум, вот так его склеивали, а не раскатывали, для разнообразия. И, в принципе, понимая суть материалов и понимая, что из чего состоит на строительном рынке, я, собственно, думала, что это, в принципе, такой продвинутый вид линолеума, который находится плюс-минус в той же ценовой категории. Но когда я узнала, сколько он стоит и как производители его позиционируют, я, конечно, просто обалдела, что это самый экологичный пол в мире, он невероятный, это какая-то супер нанотехнология из Кремниевой долины, и просто нужно срочно его бежать и покупать, то я вам рекомендую поглубже разобраться в вопросе и уточнить для себя, что же это за материал и что вам на самом деле пытаются продать. Философская сторона вопроса – это самое интересное. Нам в жизни очень мешает принимать взвешенные решения отношения к ремонту под названием «надо сделать хорошо один раз и на всю жизнь». Но одежду вы же не покупаете себе один раз и на всю жизнь, потому что свитера катаются в катышке, носки протираются в дырочку, ботинки стаптываются, и майки застирываются, и все постоянно нужно обновлять. Так вот, и ваш ремонт тоже надо будет периодически обновлять, и это нормально. Уберите от себя вот эту идею, которая мешает вам жить и мучает вас страданиями и сомнениями. Делайте так, как вам будет приятно жить сейчас, вот в самое ближайшее время, в самые ближайшие годы. А там вообще неизвестно, что будет. Может быть, вы в первый день новоселья испортите каблуками новый паркет, расстроитесь, а потом загуглите подходящий способ, как легко и недорого отреставрировать дерево, и успокойтесь. Может быть такое, что через месяц после ремонта вы поцарапаете плашку ламината, а потом узнаете, что ее можно легко заменить. А может быть, через время вы вообще уедете из квартиры, из города, из страны и забудете про когда-то вздувшееся напольное покрытие на своей кухне, которое так и не прошло регулярное испытание борщом. По моим ощущениям, люди начинают жить нормальной человеческой жизнью примерно через месяц после ремонта. И в этот момент они уже не задаются сомнениями и вопросами, а то ли напольное покрытие я положил на кухню, или не то, а надо было сделать так. Уже возникают в новом интерьере новые мысли, и мало кто уже сожалеет о решениях ремонта. Так что выдохните, относитесь к этому вопросу легче и получайте удовольствие от процесса. А если вы хотите попробовать себя в роли дизайнера, пройти ключевые этапы разработки дизайн-проекта и подготовиться к предстоящему ремонту, вы можете записаться на мой курс по дизайну и ремонту. Ближайший курс стартует 27 января, ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, обязательно убедитесь, что кнопка подписки серая, а не красная, и жмите колокольчик. До новых встреч, всем дизайн!